Ну вот, это некие сужение понятия устойчивости, я их пропущу. И вот если это самое R от Z стремится к нулю при Z, стремящемся к бесконечности, в некоторых книгах пишут, что при Z, стремящемся к бесконечности вдоль действительной оси в отрицательную область, но это на самом деле не важно. Мы же знаем, что на комплексной плоскости бесконечность это одна единственная точка. Куда ни иди, все одинаково к этой бесконечности придешь. То он называется асимптотически устойчивым методом, что является очень хорошим способом. Теперь, как начали бороться тем самым Кёртис и Хиршфельдер в 1952 году? Они сказали, а давайте мы предложим другую конструкцию метода Фрундбюка. Мы будем использовать те же самые функции. То есть мы производную, то есть дифференциальное уравнение проинтегрируем по некой квадратурной формуле от n-того момента времени до n плюс 1. Запишем вот в таком виде, где f вещь, которая называется функцией превращения, k и кожитые это значение вектора правых частей в каких-то точках, которые называются узлами квадратуры, bg это узлы квадратуры. Значит, вот эти вот точки, узлы квадратуры, вот они определяются коэффициентами c. То есть это tn плюс c житая на h, c житая какая-то величина, она не обязательно от 0 до единицы, но желательно, чтобы она была от 0 до единицы. И эту самую штуку, значение функции правой части, ввиду того, что мы нечетные коэффициенты, эти неопределенные коэффициенты подбираем таким образом, чтобы экстраполяция получалась бы нужного на порядка точек. С нужным порядком все это дело экстраполирует. То есть такая простая конструкция, она полностью аналогична обычным явным методам Рундекута за одним единственным исключением. В явных методах Рундекута вот в последней строчке суммирование идет от единицы до g минус единицы. То есть каждый вспомогательный вектор k, который является собой экстраполяцией правой части в какой-то точке, зависит только от предыдущих. А вот здесь вот он зависит и от себя тоже здесь, и от всех последующих. То есть для того, чтобы найти вспомогательные вектора kg, нужно решать, вообще говоря, громадную нелинейную систему уравнений. Значит, какого размера эта система? Первое. Размерность f, размерность фазового пространства задачи. Ну пусть фотосинтез, пусть 500. И мы применяем, ну пусть 400-стадийный метод Рундекута. Значит, у нас размерность системы получается, вот этих вот самых независимых, то есть вот этих вот самых вспомогательных векторов величин k, у нас получается число стадий умножить на размерность фазового пространства. То есть получается система, допустим, 500 уравнений 4 стадии, 2000 на 2000. Значит, допустим, мы решаем систему уравнений, связанных с моделированием ES-BIS, методом совсем плохеньким двухстадийным, но уравнений у нас миллион. Значит, нам нужно решить нелинейную систему размерностью 2 миллиона. Значит, ну это, конечно, чудовищная размерность нелинейной системы. Когда рассматривается теория неявных методов Рундекута, вот пропагандисты говорили, ребята, у нас такая замечательная теория, мы такие замечательные теоремы доказываем о том, что у нас здесь все устойчиво и все совершенно чудесно сочетается. Значит, ну, опять-таки, вы все учитесь на математическом факультете, вы знаете повадки математиков. Как они доказывают теорему? Они говорят следующее. Предположим, что вот эта вот система, которая определяется вот этой вот самой строчкой, может быть решена быстро, эффективно, точно и без ошибок. И вот если это так, то отсюда следует, что у нас все чудесно. В реальной жизни, когда у нас есть нелинейная система громадной размерности, ее нужно решать. Самый могучий способ, который изобрело человечество к этому времени, это метод Ньютона. Вот он-то сюда и вписывается. У метода Ньютона есть 3 замечательных свойства. Первое.
метод Ньютона невозможно распараллелить. Второе. Метод Ньютона сходится быстро, но при условии, если удачно выбрано начальное приближение. Если начальное приближение удовлетворяет некоторым условиям. В этих задачах условиями начального приближения оказываются непроверяемыми. Более того, практика показывает, что очень часто метод Ньютона начинает расходиться. То есть нет сходимости к решению. Решение есть, но метод Ньютона к нему идти не хочет. А как разумно выбрать начальное приближение, чтобы сошелся метод Ньютона, никому не известно, так как условия не проверяют. И третье. Я уже сказал, что всегда есть закон сохранения гадости задачи. Вот если у нас была плохо обусловленная матрица Якобя, а она у нас была для системы, то матрица для определения превращения в методе Ньютона, когда мы линейную систему будем решать, она у нас не только плохо, а очень плохо обусловлена. И если она у нас очень-очень плохо обусловлена, на порядке хуже, чем матрица исходных задач, то при решении прямым методом мы получаем громадное влияние погрешности окрепления на ответ. Мы получаем ответ не то, что точно, а с точностью хорошо, если до порядка. И третье, что мы замечательно получаем, если мы начинаем это все делать абстракционным методом, итерации у нас не хотят сходиться или сходятся крайним методом. То есть теоретически, то есть в этом семействе методов мы можем подобрать коэффициенты С, А, В таким образом, что математики нам докажут, при условии, если вы умеете быстро и точно решать вот это, то все остальное будет чудесно. Но при конкретной реализации это быстро и точно не решается никогда. Кроме того, это является источником ошибок, и именно этот этап у нас, оказывается, занимает от 95 до 99% времени выполнения программы. И даже если все остальное последовательно, а мы распараллелим только эту часть, мы уже получим значительный выигрыш. Ну, по закону Амдала там у нас будут какие-то самые пределы, можно посмотреть, какое у нас будет максимальное ускорение, учитывая, значит, величину непараллельного куска, значит, но вот здесь вот у нас возникает резерв. Значит, для того, чтобы этими резервами воспользоваться, нам нужно сделать две вещи. Первое, попытаться каким-то образом отказаться от метода Ньютона, который капризен и который исходит от не любого начального приближения. Что мы можем сделать? Мы можем ухудшить, снизить скорость сходимости этого метода, зато снять зависимость такую сильную, качественную от начального приближения. И второе, можем подумать, если метод Ньютона не параллелится и мы от него отказались, можно ли придумать какую-то технологию, чтобы у нас не было обращения матрицы. Обращение матрицы – вот это та самая вещь, которая мешает параллельности. Хотя в каких-то книжках пишутся про параллельное обращение матриц, но эффективность этого дела крайне мала. А когда матрица просто гигантского размера, то это все делать невозможно. Может быть, придумать какой-то метод, еще немножко ухудшив то, что у нас есть, чтобы обращение матриц избежать. Значит, уважаемые коллеги, здесь вот я разговариваю примерно 35 минут, да? Давайте мы будем делать так, что не будем твердо придерживаться расписания звонков, а просто когда есть какая-то логическая пауза, потому что если я начну следующий кусок, мне нужно еще минут 25-30 проговорить. Значит, а вот здесь вот сделаем коротенький перерыв на 5 минут, и через 5 минут продолжим с прерванной точки. Вот здесь вот я начну все это дело корежить, ухудшать. В конце концов выяснится, что я, несмотря на то, что формально ухудшал, я получил нечто по своим свойствам гораздо более лучше. Давайте корежить вот в каком смысле. С точки зрения математики я буду все это дело ухудшать. У меня будет сужаться произвол, у меня формально метод будет ухудшаться. Формально. Но неформально у меня появится хотя бы возможность для распараллеливания.
То есть хотя бы у меня появится какая-то декомпозиция задачи. То есть эта декомпозиция у меня появится не на том этапе, когда я уже беру вылезанный алгоритм, а на том этапе, когда я начинаю выбирать метод, прежде чем строить алгоритм. Значит, в чем заключается... значит, это немножечко, возвращаясь к слайду, что обычно это самое методовые институты записываются, так как формула одни и те же заключается только своими коэффициентами в виде некой таблицы Бутчера. То, что выделено желтеньким, это веса квадратур, и сумма равняется единичке, это мы знаем. То, что выделено зелененьким, это узлы квадратур. Они выбираются, часто они выбираются в соответствии с какими-нибудь квадратурными формулами, которые мы знаем, например, формула Гаусса квадратурная, да, там у нас сдаются узлы квадратур Гаусса, веса тоже. Коэффициенты они у нас неопределенные, и они выбираются из того условия, чтобы экстраполяция у нас имела бы нужный порядок точности. Значит, при этом, вот это вот условие того, что это у нас сумма узлов квадратур равняется единичке, при этом часто берутся дополнительные условия, так называемые условия Крутте, что сумма элементов по строке равняется житому, значит, равняется вот как раз координате этого узла квадратуры. Условие не обязательное, оно просто для упрощения условий порядка, для упрощения тех условий на коэффициенты которые низкие. На самом деле все эти коэффициенты методов приведены в справочник, это не интересно. И вот все эти самые методы делятся на явные, у которых все величины на главной диагонали и выше нулевые. Для них у нас вот эта вот самая разрешающая графика РЗ превращается просто в кусочек разложения экспонентами от Тейлора. У нас теряется его дробно-рациональный характер, спасибо и получается просто-напросто плену. Все явные методы неустойчивы, и таким образом, естественно, производитель, стремящийся к бесконечности, полином не умеет стремиться не то что к нулю, а даже к конечному пределу. Поэтому все явные методы у нас непригодны. Диагонально неявно. Заполнена только главная диагональ таблицы Бутчера и все, что под ней. А все, что над ней, у нас нули. Диагональные неявные методы обладают формально худшими аппроксимационными свойствами и формально худшими свойствами устойчивости. Зато здесь у нас появляется декомпозиция. Вот эта гигантская нелинейная система разваливается на столько нелинейных систем, сколько у нас стадий метода. Размерность каждой системы у нас такая, какова размерность фазового пространства. То есть, если я решаю тот же самый фотосинтез четырехстадийным методом, у меня получается 4 нелинейных системы размера 500 на 500. Вообще говоря, здесь у меня появляются некие возможности для распараллеливания. Я могу решение каждой конкретной системы поручить каждому отдельному исполнителю. Но здесь у меня получаются элементы конвейера. У меня сжитый вектор вспомогательный К зависит не только от себя самого отжитого вектора, но и от всех предыдущих. От первого, второго, G минус первого. Значит, здесь у меня появляются элементы конвейера, так как все-таки каждый